Женщина вошла в небольшой, уютный ресторан. Тишину нарушил уверенный стук ее каблуков по полу. Она не поздоровалась, не огляделась, словно весь мир принадлежал только ей. Спокойно прошла к столику, села и тут же уткнулась в экран телефона, полностью отгородившись от окружающих. Через минуту к ней подошла молодая официантка с доброй улыбкой. «Добрый вечер, мадам. Что вам принести?» — спросила она мягко. «Воду», — холодно бросила женщина, не поднимая глаз. Официантка принесла воду и аккуратно поставила стакан на стол. «Пожалуйста». «Приятного аппетита», — произнесла она вежливо. Женщина даже не взглянула на нее. Пообедав, гостья коротко спросила. «Сколько с меня?» $20, мадам», — ответила официантка. Женщина достала деньги и с насмешкой уронила купюры на пол. «Подними», — произнесла она с презрением. Щеки официантки вспыхнули. Она наклонилась, но вдруг раздался твердый голос. «Стой!» Женщина вздрогнула и подняла глаза. Перед ней стоял владелец ресторана, высокий мужчина с спокойным, но строгим взглядом. «В чем ваша проблема?» Раздраженно спросила она. «Деньги не дают права унижать других», — спокойно ответил он. Лицо женщины исказилось от злости. «Ты хоть знаешь, кто я? Ты должен быть благодарен, что я вообще сюда пришла». «Нет», — твердо сказал владелец. «Мы благодарны только тем, кто уважает других. Заберите свои деньги и уходите». Он повернулся к официантке. «Уберите ее тарелку. Мы не обслуживаем тех, кто не знает, что такое уважение». Женщина покраснела, схватила деньги с пола и стремительно вылетела из ресторана, хлопнув дверью. Наступила тишина. А потом кто-то зааплодировал. Вслед за ним весь зал. Владелец окинул посетителей взглядом и спокойно сказал: «В нашем меню всегда есть доброта. И мы ждем ее от каждого».